Дорогие коллеги, друзья, дело в том, что наш новый форум, как говорится, и съезд, новая работа Общественной палаты связана с большой трагедией. В следующем году исполняется 40 лет Чернобыльской трагедии на атомной станции. К сожалению, не все дожили до этих дней. Это трагедия и в то же время великий подвиг советского народа. Люди, которые участвовали в ликвидации катастрофы, они все герои. Нету такой страны, которая бы не слышала о этой трагедии. И важно то, что она произошла впервые. Сложно было понять, как бороться с атомом. Машины не выдерживали. Люди оказались сильнее машин. Но какой ценой досталась победа? Поэтому каждый год, 26 апреля, у нас поминальный день, день памяти. И сейчас уже назвали его днем участников-ликвидаторов атомных аварий и катастроф. А 30 ноября у нас день победы над атомом, построение объекта укрытия, который был создан. Вот у нас 30 ноября, извиняюсь, в этом году мы все будем на Поклонной горе. Там огромный монумент участникам-ликвидаторам, начиная от пожарных, атомщиков, шахтеров, всех ликвидаторов, которые участвовали в этой трагедии, в ликвидации этой трагедии, этой катастрофы. Поэтому я считаю, что в следующем году нам обязательно надо провести видеоконференцию с привлечением всех участников с разных теперь уже стран, а в то время с бывших советских республик, которые участвовали. Потому что если, допустим, взять значит, тех людей, которые участвовали в сбросе ядерного топлива с крыши реактора, где разрешалось один раз зайти на крышу реактора, минута давала, чтобы подойти, минута сбросить там ядерное топливо, минута вернуться назад. То были люди, которые заходили туда и 2, и 3 раза. И причем эти люди были из союзных республик многие. Поэтому у нас ликвидаторы живут в разных республиках. И в Армении, и в Азербайджане, и в Киргизии. И, в общем-то, эта трагедия была общесоюзной. Но, больше того сказать, мировой. По крайней мере, люди, которые участвовали в ликвидации, они об этом знают. И, думаю, знает весь наш народ. Поэтому, видимо, может быть, продумаем какие-то меры по поощрению тех людей, которые совершили вот эти вот подвиги. У нас жив до сих пор на сегодняшний день, уже 92 года, Тараканов Николай Дмитриевич. Человек, который руководил сбросом ядерного топлива с крыши реактора. Человек, который получил дозу облучения, несовместимую с жизнью, и который выжил и до сегодняшний день борется за живучесть. Он, кроме того, пишет, он является членом Союза писателей, более 35 книг написал. Больше того, он еще участвовал и в ликвидации катастрофы, то есть землетрясения в Армении. Поэтому у нас в следующем году собираются такие наряду с победоносными значит, праздниками и довольно-таки скорбные дни поминания. И обойти и забыть это мы не вправе. Поэтому я, как руководитель вот этого комитета Чернобыльского, считаю, что мы приложим все силы для того, чтобы, как говорится, вспомнить, передать опыт свой и объяснить, значит, молодежи в том, как мы ликвидировали эту катастрофу, что надо сделать для того, чтобы не допустить в будущем таких катастроф, тем более, что сейчас международная ситуация такая, что у нас Чернобыльская атомная станция находится на Украине, Запорожская атомная станция хоть и у нас находится, но там опять идет возня от того, куда ее кто может забрать, то ли американцы просят к себе, то Украина.
а все это объекты повышенной опасности, на которые надо обращать внимание. И, может быть, даже поучаствовать в международных каких-то программах с выходом на МАГАТЭ для того, чтобы обратили внимание и на то, значит, как к этому относятся именно чернобыльцы, ликвидаторы, тех, кто ликвидировал аварию, дабы предостеречь ошибки, которые могут привести к более глубоким трагедиям. А как мы знаем, на сегодняшний день уже ликвидировать такие аварии будет более сложно. Поэтому в следующем году у нас, как говорится, очень много вопросов, связанных именно с Чернобылем и с тем, что проведение мероприятий памяти жертв трагедии, самой трагедии, ну, видимо, с посещением, может быть, даже и Белоруссии, значит, России, и, значит, представителей различных государств, тех, которые участвовали, значит, в ликвидации. Ну, вот кратко то, что на ближайший год, как говорится, необходимо наметить и провести по линии Чернобыльского комитета. Благодарю за внимание.